Всем привет! Сегодня мы выполним вот такую вот чудесную корзинку. Донышко я не стала показывать, оно самое обычное, круглое донышко, как и везде, я показывала уже много раз. Сейчас мы поднимем стоечки с помощью веревочки из 3. Кто не знает, как все эти делать нюансы, веревочки плести или донышки, смотрите плейлист для новичков или приходите в нашу школу онлайн. В школе онлайн мы плетем все с нуля. Мы научим с нуля и до плетенок вас. Поднимаем веревочкой из 3 наши стоечки. Вот эти вот сгибы, которые я сейчас делаю, обязательно предварительно смачиваем водичкой теплой с помощью кисточки, чтобы у вас не потрескались ваши стоечки. Стоечки должны быть сухими. Заводим перед двумя за третью правую трубочку. Берем следующую правую и заводим за свободный стоячок. Так мы проплетаем по кругу и заканчиваем ряд. Подошли мы к окончанию ряда, к нашей помеченной первой стоечке. Берем сначала левую и заводим перед двумя за третью, потом среднюю, и последняя должна зайти за помеченный стоячок. После этого мы можем плести любой абсолютно дальше узор. Я плету дальше опять веревочку из 3, для того, чтобы потом добавить еще стоечки, рабочие трубочки. Я проплетаю 2 ряда. Можно проплести 3 ряда. Главное, чтобы у вас потом трубочки не повыскакивали. Подставляю рабочие трубочки для того, чтобы плести послойное плетение. Сразу одеваю их в коктейльные трубочки, чтобы они у меня не высыхали. Заворачиваем их и так проделываем по кругу. Можно сразу одевать, вставлять по 2 трубочки, так как у нас их нужно 2. Но я сначала вставила по одной, потом добавила еще по одной. И также опускаем вниз, чтобы у нас выходило по 2 рабочие трубочки из-за каждого стоячка. Теперь начинаем плести через одну за одну, как ситцевое плетение. И по ходу дела по кругу мы проплетаем один ряд. Один стежок, один ряд. Теперь будем делать второй ряд. Его начинать можно абсолютно с любого места. Аккуратно придерживаем стоячки, чтобы они у нас не двигались. И заводим, разворачиваем наши трубочки и заводим за следующий стоячок. И так проделываем по кругу со всеми трубочками. Плетем теперь в обратную сторону. Проходим один ряд и будем делать разворот в обратку. Этот узор мы уже плели когда-то, но там была одна рабочая трубочка, а здесь у нас сдвоенная. Но принцип тот же. Теперь мы плетем третий ряд и разворачиваем в обратную сторону. Не забывайте держать стоячки, чтобы они у вас не гнулись и не гуляли в разные стороны. Стоячки должны быть хорошо сухими. Можете перед тем, как начать плести, вот вы сплели веревочку из 3,
После этого взяли резиночку, обмотали вокруг формы и прилепили стоячки, как солдатики. Они у вас отлично высохли, все приняли свое местоположение, и тогда можно плести дальше. Так вам будет удобней. Я это показывала уже тоже не один раз. Проплетаем по кругу опять таким же образом. И так мы плетем до самого верха наш узор. Дошли до конца. Теперь мы оставляем 3 трубочки длинными, а все остальные мы просто обрезаем. Я не стала заморачиваться и прятать кончики. Можно спрятать любым способом. У меня есть на канале, как мы прячем послойное плетение. Или просто обрезаем и оставляем хвостики. Здесь я плету веревочку из 3. Взяли наши 3 трубочки, завернули их в обратную сторону и плетем веревочку из 3. Кончики остаются позади. Проплетаю 2 ряда. Заканчиваем нашу веревочку из 3. Теперь пометили мы меточками наши серединки с разных сторон и подставляем теперь стоячки. Вот мы зеленой ленточкой пометили средний, и перед ним мы должны подставить 2 длинные трубочки. Если у вас уже они длинные, это отлично. У меня они короткие, поэтому я подставляю другие. С другой стороны делаем то же самое. Подставляем 2 стоячка перед помеченными. Можно сделать так, как я делала с той стороны. Можно сделать таким образом наращивание. Это как вам угодно. Можно подставить рядом, можно нарастить сверху. Теперь мы снимаем наши помеченные стоячки и их обрезаем. Можно их также подрезать как под корешок и подставить новые, можно нарастить прямо сверху. Подставляем все длинные трубочки. Еще раз повторюсь, если они у вас уже длинные, значит оставляем их и будем ими плести. Одеваем на них опять коктейльные трубочки, чтобы они у нас не подсыхали. Теперь разворачиваем нашу рабочую трубочку, которая у нас оставалась от веревочки из 3. 2 трубочки обрезали, 1 осталась. И плетем в обратную сторону ситцевое плетение. Осторожно придерживаем пальчиками, чтобы наши мягкие трубочки не гнулись. Наши мягкие стоечки трубочки. Заводим за нашу сдвоенную, оборачиваем и идем в обратную сторону. Здесь я уже начинаю придавать форму нашей верхней части корзинки, слегка внутрь загибая стоечки. Закинули внутрь нашу трубочку и там ее оставили.
Теперь берем наши, где мы брали 2 стоечки, вставляли одну из них, мы нагинаем и плетем ей. Там, где мы подставляли сдвоенные трубочки, вот как здесь, можно сразу было подставить 3 трубочки, потому что нам понадобится третья. Мы за 2 загибаем, а третью мы будем опускать вниз и плести ей, как мы это делали в начале ряда. Проплетаем. И перед стоячком отставляем внутри трубочку. За каждый стоячок мы заводим нашу внутри трубочку и там ее оставляем. Берем следующий стоячок и плетем им. Мы плетем стоячками. Опять разворот и плетем в обратную сторону. Старайтесь там, где у нас двойной стоячок, аккуратно загибать, чтобы он стоял ровно. Возвращаемся обратно, оставляем опять внутри наши трубочки за следующий стоячок. Берем следующий, загибаем и плетем им. И опять та же процедура. Развернулись и пошли в обратную сторону. Так мы проделываем до конца нашего ряда, нашей высоты корзинки, пока все стоячки у нас не исчезнут. Закидываем за следующий, а следующий берем по очереди все. Слегка приминаем внутрь, если вам нужно сделать форму. Внутрь нашей стоячки, чтобы у нас придалась форма. Оставили внутри, взяли следующий. Подошли мы к концу, кверху. Берем наш стоячок, закидываем, оставляем его так, а предпоследним мы делаем типа узелка, петельку, чтобы у нас ничего не выскакивало. Вот такая вот штука у нас получилась. Теперь мы будем прятать наши задние трубочки. Заводим одну за одну, как мы это часто делаем. И таким образом они у нас будут держаться и будут спрятаны. Одну за одну и внутрь. Можно их укоротить покороче, чтобы они не мешались. Сейчас я их пообрезаю, потому что они мешаются. После того, как мы это сделали, всю корзинку сплетете, вот эти вот обрезанные штучки сразу не обрезайте коротко, сначала отлакируйте, отгрунтуйте, а потом обрежете вот эти кончики, которые торчат, обрежете их покороче. Сразу не обрезайте, могут повыскакивать. Последнюю трубочку мы просто прячем в плетение. Обрезаем ее покороче. И спрячем ее внутрь. Вот такая вот штука у нас получилась. Следующую мы будем делать точно так же. Я ее не стала показывать, она аналогична. Вот к этим сдвоенным мы подсоединяем еще одну трубочку. И как раз это будет у нас первая стоечка, которую мы загнем. Вот эту мы проплетаем один ряд, возвращаемся обратно, а потом будем загибать стоячок. Вот этот. Также меняем короткие на длинные и получаем вот такую вот корзинку. После чего я нашла такую вот кривульку, коряшку, и просто леской ее пришила и обмотала вокруг нашими трубочками, чтобы было крепко. Леска держит их хорошо. И в результате получилась у нас вот такая корзинка. Мне она очень понравилась.
Сразу скажу, идея корзинки это не моя, вдохновление я получила из интернета. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, не забывайте делиться в соцсетях. Приходите в нашу школу онлайн, записывайтесь. Каждый месяц у нас идет набор учеников для плетения с нуля. Также у нас скоро выйдут платные мастер-классы каких-нибудь интересных штучек. Пишите в социальных сетях мне в личные сообщения. Контакты на соцсети есть под каждым роликом. Всем творческих успехов! До новых встреч в новых роликах!